Здравствуйте, мои хорошие. Теря вам всем из Эстонии, из Таллина. Сегодня, как я обещала в стримах и в предыдущих роликах, у нас сегодня с вами обзор самого злободневного, обзор счетов в эти зимние периоды, да, за отопление, за коммуналку. Поговорим сегодня и о ценах на электроэнергию в Эстонии, и о том, сколько стоит интернет, телефон. И, конечно, во второй части поговорим о зарплатах, о пенсиях и о каких-то новшествах, если они есть. Посмотрим, связанных с нашим с вами благосостоянием. Стало ли что-то лучше? Может быть, обещают что-то лучше. Как будет расти зарплата? Будет или не будет. Значит так, сегодня, как обычно, покажу квартплату на примере двух таллинских квартир. Это двухкомнатная и трехкомнатная квартиры. Район это Ласнаме. И начнем сразу с обзора двухкомнатной квартиры. Значит, счет это получается за декабрь месяц, то есть самые страшные счета еще впереди. Вот как раз таки в феврале придет за январь, когда вот все эти морозы и так далее, да. Но давайте посмотрим, как это будет по нарастающей или не по нарастающей. Так, двушка Ласнаме в Таллине, 50 квадратных метров, декабрь месяц. Что нам здесь в счете пишут и сколько эта сумма сама? Итак, смотрим. Период декабрь 2025 года. Значит, что входит в сам счет? Как бы вот этот холдус, уход, да, на 18 евро 85 центов. Ремонтный фонд это 19 евро 84 цента. Уход за лифтом с человека 73 цента. Отопление 70 евро. На 49,6. Ну, давайте считать округленно 50 квадратов, да, так будет легче. 70 евро 33 цента. Вода 55 центов. Циркуляция 5 евро 45 центов воды. Общая энергия евро 29. Вывоз мусора с человека евро 87. Вода и канализация 40 центов. И обогрев воды 78 центов. И резерв капитал 5 евро 46 центов. Это при всем том, что с середины декабря нас не было, мы улетали. И поэтому это, в общем-то, счет за полмесяца. Поэтому и с водой так, и все, здесь всего немного. Вот, это значит у нас с вами двушка. Теперь посмотрим трехкомнатную, 70 квадратных метров, Таллин, Ласнаме. Значит, здесь состоит счет из двух частей: услуги и как бы сами коммунальные платежи, да. Значит, уход как бы, да, дома 25 евро, ремонтный фонд 25 евро, ну 80 центов, аренда это в подвале 80 центов и страховка евро 65. Коммунальные платежи все 112 евро. Это значит вывоз мусора на квадратный метр, а не как в двушке на человека 4 евро 62 цента. Вода и канализация и обогрев у нас все по нулям, потому что мы 13 декабря утром рано улетели, положили эти водомеры, они куда-то делись. В общем, не туда что-то мы положили. В общем, не вошла у нас вода. То есть, представляете, какой у нас будет счет в следующем месяце. И отопление самое насущное. Отопление состоит у нас из двух частей. Счетчики, которые висят на батареях и посылают дигитально свои показания на общий щит в подвал. И просто отопление, как вот должно быть общее, да. Значит, первый показатель 38 евро 75 центов. И по показаниям датчиков, вот, которые висят на батарее, 64 евро 17 центов. Это все суммируется и получается
отопления в месяц. При всем этом еще это все было до 13 декабря, когда мы уехали, мы вот эту вторую часть, эти батареи, как бы отключили свои датчики, чтобы они не грели. Но вот и посмотрим в январе, по-моему, не особо сильно это скручивание помогает. Как-то все равно счет за отопление приходит большой. Не знаю, почему так, но как-то так. И общее электричество 4 евро 62. За декабрь месяц мы вот сейчас прилетели, получили счет 164 евро 78 центов. Вот такой вот у нас счет. Ну, вот такие цифры у нас здесь в Таллине. И теперь хочу попросить вас, как обычно, по традиции, пожалуйста, присылайте, пишите свои цифры, сколько у вас, какие счета и общие, вы обычно подробно очень расписываете отопление, и вода, и нагревы. Это очень хорошо. И, пожалуйста, у меня просьба очередной раз. Пишите не только страну, и обязательно пишите страну, пишите еще регион и город. Потому что очень частые комментарии, это у нас все там вот так-то, это-то. И потом оказывается, что это вообще Беларусь или Болгария в своей валюте. Человек, когда пишет, он там понимает, что он пишет. Да, а мы вот, допустим, в Эстонии, я вообще не знаю, что это такое 2500 чего-то, кого-то там. То есть, пожалуйста, пишите, может быть, и в своей валюте, только пишите хотя бы страну, город, там, регион, да. И в Эстонии точно так же, потому что очень сильно отличаются счета, в особенности от отопления, от Таллина и Нарвы, например, Силаме, там. Вот еще Литва, Латвия тоже всегда поражает высокими счетами за отопление и за коммунальные услуги. Поэтому пишите всегда страну, город. А теперь поговорим про электричество. Сколько стоит электричество? На примере своей квартиры покажу, что другие еще бумаги не вижу. Ну, в общем-то, здесь все примерно так и есть, одно и то же. Значит, энергию мы тратили только полмесяца, а полдекабря, 13 числа декабря нас уже здесь не было. И общий счет за энергию 40 евро 54 цента. Это получается за полмесяца. Что входит сюда и сколько стоит киловатт-час? Сама энергия 19 евро. Сетевые услуги 11,80. Акцизы и восстанавливающая энергия евро 65. И со всеми налогами 40 евро 54 цента. Значит, что входит сюда, нам расписывают подробно. Дневная, ночная. У нас еще месячный абонемент 7 евро 18 центов в месяц. Абонентская плата. Потом, значит, сколько мы нажгли всего за полмесяца. Акцизы и так далее. То есть все вот это вот расписано в этой части. И сколько же стоит киловатт-час? 11 центов. Так он и стоит. В общем, пока ничего не изменилось. Хотя еще здесь какая-то кутасу месячная прибавилась. Там 7 евро, тут евро 65. И, в общем, эта сумма та и та, суммируясь, получается 40 евро. Но напомню еще раз, что это получается только за полмесяца и даже меньше. И теперь после цифр поговорим о том, какие зарплаты в Эстонии, что нам обещают в 2026 году и так далее. С января 2026 года минимальная зарплата в Эстонии остается на уровне 886 евро брутто. 886 евро минимальная зарплата в Эстонии, это до вычета налогов. Так она осталась, хотя обещали повысить, но вот идут переговоры, повысят эту зарплату или насколько ее повысят, ну, пока неизвестно. Пока остается в пределах 886 евро в месяц до вычета налогов. После вычета налогов все это остается, конечно, не очень много, да, и так вот это вот большинство людей и живет в нашей стране.
Средняя зарплата 2200, тоже брутто, и после вычетов налогов вот люди получают на руки. Такой процент людей тоже достаточно высокий. Люди с образованием, с хорошей работой получают вот эту вот среднюю зарплату. Ну и будем помнить о том, что если она средняя, да, то это не значит, что средний пласт в Эстонии все ее получают. Нет, конечно. Налоги остаются те же, 22% подоходный налог, но с 2026 года необлагаемый налогом минимум это 700 евро теперь. То есть, если у вас зарплата 1400 евро, 700 евро у вас здесь не облагается налогом, и с оставшейся суммы платится только налог. Средняя пенсия в Эстонии 860 евро. Индексация в прошлом году была всего 5%. В этом году прогнозируется тоже всего 5%, хотя в позапрошлом была даже целых 8%. То есть все вот эти индексации, конечно, съедаются повышением цен, поэтому... Ну, то есть вывод можно сделать такой, что минималка меньше 900, ну и можно посчитать, да, сколько у людей может остаться денег после выплаты оплаты коммуналки, света. Сейчас поговорим еще про связь, про интернет, телефон и так далее. Да, еще лекарства, если это еще ипотеки и разные кредиты, то, ну, сами понимаете. Теперь поговорим про интернет-телевидение. Про интернет и телевидение. Значит, в Таллине цены такие. Интернет в квартире, в доме, ну, 20-40 евро. Это зависит от того, какая скорость у вас. Вот мы, например, сейчас поменяли наш интернет на 500, скорость 500, но отказались от телевидения, потому что мы его вообще не смотрим, никогда не включаем, поэтому у нас теперь за эту же сумму 30 с небольшим евро в месяц у нас 500 вот этот скорость интернета, и телевидения у нас больше нет. И такое предложение сейчас, это СТВ, по-моему, в течение 2 лет будем платить в месяц не 30 с лишним, а 24 евро. А мобильная связь, ну, где-то 10-20 евро в месяц. У кого-то оплачивает работа. У нас, например, у мужа вообще весь пакет всех наших телефонов, поэтому он как постоянный клиент, там что-то дороже, какой-то номер дороже, какой-то дешевле из наших всех. Ну, то есть это тоже все, как бы, если посчитать, то это из общего дохода, естественно, вот эти все минусы уходят, да. Будем помнить еще о том, что какие цены в магазинах. Так вот заходишь, и, конечно, волосы дыбом. Ну, получается так, что еще частый очень вопрос, что все эти цифры для нас странные, мы живем в разных странах, разных городах, и самое удобное, чтобы сравнить это все, какой процент от пенсии или зарплаты уходит на вот эту коммуналку, на энергию, на телефон. Но получается так, что с минимальной зарплаты где-то 35-40% уходит на погашение вот всех этих услуг. Ну, а если зарплата средняя, ну, тогда где-то 15-20%. Ну, и если кредиты и лизинги, почти у всех молодых людей сейчас, конечно, ипотеки на квартиры, на жилье, потому что у людей постарше, к этому возрасту, все-таки уже выплачены все квартиры, ипотек этих нет. Вот, а у молодежи сейчас эти ипотеки достаточно до 60 плюс возраста идут, и поэтому немножко по-другому. В наше время было чуть получше. Там, во время наших родителей они быстрее выплачивали. Вот мы тоже выплатили достаточно быстро. А вот, да, эта статья расходов, например, ну, не касается нас, да, у нас нету никаких ни кредитов, ни лизингов, ни вообще ничего, никаких, ни микро, ни макро, ничего, поэтому это одна история. Ну, а у кого лизинг, это большинство людей сейчас, или машины там лизинг, или квартиры, да, дачи, то, конечно, ко всему этому еще... Сами понимаете, это все, значит, расход. Ну вот вкратце так. Сегодня без блока новостей, потому что мы только прилетели, и я еще не смотрела новости, кроме той, что Ниночка Петрыкина снова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она огромная умничка, я ее искренне поздравляю. Молодец, гордость Эстонии. Вот. А так... Будем следить за новостями, и, конечно, я ожидаю следующий счет в феврале месяце, так, с большой опаской, так скажем.
И еще я не отметила, что по-прежнему остаются пособия по безработице. Кстати, еще вот эта вот новость, да, которую можно было бы отнести к новости. С 26 года нельзя будет выходить на пенсию досрочно. Теперь вот это новенькое. Досрочной пенсии больше нет. Там другая схема, ее надо поизучать, кому интересно. В общем, это тоже сняли, этого тоже нету. Ну, остаются пособия школьникам в разных районах, в разных городах в Эстонии, это по-другому. Как на первый ранец, как бы это, да, как говорится, когда ребенок идет в первый класс, когда он идет в последующие классы, потом деткам, как выплачивается родителям, вот все эти по рождению ребенка и так далее. То есть, ну, это своя целая сетка пособий. Кому интересно, ознакомьтесь на соответствующем сайте. Пособия эти стандартные по безработице, инвалидам, малоимущим, с детьми и так далее. Но все это такие пособия, что это скорее не прожить, а выжить. Да? Все-таки суммы это очень маленькие. Услуги и цены у нас везде очень, к сожалению, высокие. А холода еще такие, да, и в общем, цены за отопление и за все очень высокие, особенно Нарва. Нарва сказала, что будет обращаться к правительству за помощью вот, в регулировании этой ситуации, что они не справляются с такими высокими счетами и будут просить помощи у правительства. Будем следить за этим и посмотрим, во что это все выльется и будет ли помощь. Ну, наверное, на сегодня все. С вами я прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего. Низких вам всем счетов. Скорее теплой погоды, чтобы эти счета вообще ушли. Скорее бы весна. И пишите, пожалуйста, свои цифры. Будем смотреть, сравнивать. Будем знать, что и как, где у нас происходит в мире и в нашей стране. Счастья вам и вашим семьям, солнышко в душе вам всем. И до следующего видео. До свидания.